Дорогие друзья, сегодня мы будем шить вот такого милого, очаровательного, доброго ангелочка. Что нам понадобится? Хлопчатобумажные носки розового или телесного цвета, ткани светлых оттенков с мелким рисунком в цветочек, в горошек, в клеточку для изготовления костюма ангела и крылышек. Кружево узкое шириной 1 см. Пряжа для изготовления паричка, нитки мулине и синтепон для набивки. Носок нужно вывернуть наизнанку и прикрепить выкройку ангелочка булавочками. Затем нужно на машинке аккуратненько прострочить, не задевая бумагу, оставив небольшое отверстие сантиметра 2. Вот. Я прострочила. Выкройку надо отсоединить. А сейчас нужно срезать лишнее, оставляя припуски, примерно 5 миллиметров. Вот что должно получиться. Затем нужно вывернуть и набить синтепоном. Деталь туловища я прострочила на машинке, вывернула, набила, аккуратно зашила отверстие, и получилось вот такое тельце ангела. Из оставшейся части носка нужно сделать ручки. Для этого 2 выкройки ручек нужно закрепить булавочками и аккуратно прострочить на машинке. Вот здесь не зашивать. Если вам трудно такую мелкую деталь прострочить на машинке, можно мелкими стежками прошить вручную. Детали ручек нужно прошить, вывернуть, но не набивать. Аккуратненько вывернуть с помощью вот такой вот, можно палочки для суши, а можно толстую спицу. Хорошо выворачивается. И вот такие получились 2 ручки. Набивать их не нужно. Деталь платьица ангела нужно выкроить с припусками на швы, а затем по низу платьица пристрочить тоненькое кружево. По низу и горловинки тоже пристрочить вот так кружево. Кружево я пристрочила. Сейчас нужно эту деталь сложить пополам и сделать на машинке шов спинки. Деталь платьица я прострочила, шовчик нужно разгладить, платьице вывернуть, платьице надеть на нашего ангела. И швом вперед иголочка закрепить вокруг горловинки. Швом вперед иголочку я собрала горловинку, а теперь нужно затянуть и расправить и закрепить ниточку, чтобы получилось вот так. Детали рукавов я выкроила с припусками на швы, и нужно сейчас пришить к ним кружево. Вот таким образом пришить кружево к одному рукавчику и ко второму. Деталь рукава нужно прострочить, вывернуть, внутрь вставить ручку, закрепить и готовую ручку вместе с рукавчиком пришить к туловищу. Ручки я пришила к туловищу. А сейчас булавочками нужно наметить, где у нас будут глазки, ротик, и нитками мулине буквально 2-3 стежка сделать, наметить, вышить ротик. Булавочку можно убрать. Вот буквально. И еще стежок вывести
затылочную часть и здесь ниточку закрепить. Вот такой ротик. Коричневыми ниточками мулине нужно вышить глазки стебельчатым швом. Вот, сделать буквально 3-4 стежка. Нить не обрывать. Вот один. Сейчас еще один стежок сделаю. Не обрывая ниточку, нужно перейти к этому глазику и точно так же вышить второй глаз. Глаза я вышила. Нить нужно вывести на затылочную часть и здесь закрепить. А сейчас нужно сделать парик. Для этого можно взять любую пряжу. Но я взяла пряжу, распустила варежки, нить получилась волнистая. И нужно отмерить вот длину прически. Ну, вот примерно вот так. И вот так отмотать. Сделать такой пучок, чтобы у нас получился такой пышный парик. И затем посередине его прострочить на машинке. Парик я прострочила на машинке. Вот. Затылок нужно вот затылочную часть смазать клеем. Аккуратненько. Вот. Приложить парик. Расправить и вот. И прижать. И вот получается вот такой вот кудрявый паричок. Так, ну я думаю, что ему еще не хватает челки, поэтому можно ему вот такой небольшой пучочек волос, челку приклеить, а потом подровнять. Так, прижать и так. Когда клей подсохнет, я подровняю челочку. Осталось нашему ангелу сшить крылышки. Нужно выкроить из ткани крылышек 2 детали с припусками на швы и 1 деталь из синтепона. Сложить детали крыльев лицевыми сторонами внутрь, прострочить на машинке и оставить отверстие где-то сантиметра 2. 2 детали крыльев я прострочила, припуски на швы небольшие, так что детали маленькие, припуски на швы где-то полсантиметра. Нужно сделать в уголках надсечки, не доходя 2-3 мм до шва, чтобы легко было вывернуть. Детали крыльев нужно вывернуть и вставить синтепон. Если у вас не получится вставить вот такую пластинку из синтепона, вы просто небольшими, слегка набейте синтепоном, не плотно крылышки. Крылья я прострочила, вывернула, вставила синтепон, аккуратно зашила отверстие. Затем нужно крылышки разделить строчкой посерединке и сделать их рельефными. Вот такие строчки, перышки. И вот такое крылышки нужно пришить к спинке ангела. Вот так вот, прямо по центру. Крылышки я пришила ангелу, а теперь ему нужно сделать нимб. Вот нужно взять такой картонный круг и обмотать его такой серебряной лентой. Один конец нужно закрепить клеем и вот таким образом обмотать, чтобы получился у нас серебряный нимб. Нимб нужно закрепить на головке, и осталось ангела только нарумянить. Для этого я использую сухие румяна. Вот аккуратненько.
Все выкройки будут даны в приложении. Крылышки можно делать вот такие побольше, можно делать поменьше. И туловище можно, ножки так делать, а можно вот так. Милый, добрый ангелочек готов. Это хороший подарок и к Рождеству, и к Новому году, и к Дню Святого Валентина. Дарите ангелочков своим любимым, дорогим и близким. Желаю вам творческих успехов. Всем пока!